В отдаленных горах Гиндукуша на северо-западе Пакистана скрывается древняя загадка – тысячелетнее племя, известное как Калаши. Эта община на протяжении веков оставалась изолированной от остального мира, сумев выжить в одном из самых сложных для жизни регионов на Земле. Их территория, окруженная одними из самых высоких и опасных гор на планете, часто недоступна и потенциально смертоносна. Калаши уникальны не только своей красотой. Их мужчины и женщины обладают необычными чертами лица, которые резко отличаются от типичных для региона. Их образ жизни вдохновляет. Они празднуют браки, основанные на любви и гендерном равенстве, что является редким явлением в этой части мира. В этом новом видео от TripAsia вы узнаете секреты Калашей, одного из самых изолированных и малоизвестных племен на планете. Их происхождение, возможно, связано с потомками солдат Александра Македонского. Это племя нуждается в защите, так как его существование находится под угрозой, и до сих пор, в 21 веке, они сохраняют свои древние традиции, благодаря жизни в одном из самых труднодоступных регионов мира. Прежде чем познакомиться с калашами, важно понять, что их уникальность, как в физическом облике, так и в обычаях, во многом обусловлена местом их проживания. Они обитают в самой высокой и опасной горной цепи на планете, в Пакистане, загадочной земле, известной как страна гигантских гор. Этот регион один из самых красивых и загадочных, но также один из самых неизведанных и необычных на Земле. Пакистан расположен в Южной Азии и граничит с Афганистаном на севере и северо-западе, с Индией на востоке, с Аравийским морем на юге и с Ираном на западе. Страна с общей площадью около 882 тысяч квадратных километров является одной из самых густонаселенных в мире, занимая 5-е место с населением более 240 миллионов человек. Однако эта перенаселенность не имеет ничего общего с реальностью калашей, так как в регионе, где они живут, выжить крайне сложно. География Пакистана невероятно разнообразна, от плодородных равнин Пенджаба до засушливых пустынь Тар и обширных горных хребтов Гималаев. Страна предлагает богатое разнообразие ландшафтов, и ее можно считать одним из самых красивых мест на планете. На севере расположены одни из самых впечатляющих горных хребтов в мире, включая Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. Эти горы не только являются природным чудом, но и служат домом для многочисленных ледников и рек, которые поддерживают жизнь в близлежащих регионах, помогая таким народам, как калаши, выживать здесь на протяжении веков. Этот регион – самая высокая горная местность на планете, и даже в 21 веке многие районы, культуры и общины в Пакистане остаются неизменными, сохраняя свои древние традиции. Важно понимать, что Пакистан как страна был образован всего несколько десятилетий назад, и большая часть его населения имеет индийские корни. Однако калаши жили в этом регионе, особенно в этой удаленной зоне среди самых высоких и опасных гор мира на протяжении веков. Эта небольшая этническая группа на протяжении поколений обитала в одном из самых отдаленных и негостеприимных мест на планете, окруженная внушительными пиками и глубокими долинами, которые служат естественными стенами, защищая и одновременно изолируя их образ жизни и традиции. Этот суровый регион, где климатические условия экстремальны, а пути доступа ограничены, стал ключом к сохранению культуры калашей, которая осталась практически нетронутой внешними влияниями. Одной из самых удивительных загадок калашей является их происхождение. До сих пор наука не может точно определить, откуда появилось это древнее племя. Происхождение калашей остается одной из величайших тайн в истории Центральной Азии. На протяжении веков выдвигались различные теории, так как их культура, традиции и физические черты значительно отличаются от соседних общин в Пакистане. Одна из самых интригующих теорий заключается в том, что калаши являются потомками солдат Александра Македонского, которые остались в регионе после его походов более 2000 лет назад. Хотя эта гипотеза захватывающая, она не имеет конклюзив доказательств и основывается в основном на исторических рассказах и местных легендах, передаваемых из поколения в поколение. Историки и антропологи пытались подтвердить эту связь с помощью генетических исследований и сравнения культурных паттернов, но результаты пока остаются неубедительными.
Некоторые генетические анализы показали сходство между калашами и некоторыми европейскими группами, что может поддерживать теорию о греческом происхождении. Однако другие эксперты утверждают, что эти сходства могут быть результатом древних миграций, не связанных напрямую с Александром Македонским, что еще больше усложняет изучение их истинного происхождения. Изолированная география и культурная устойчивость калашей сыграли ключевую роль в сохранении их идентичности и поддержании их загадочного происхождения. Окруженные опасными горами Гиндукуша, они смогли сохранить образ жизни и социальную структуру, которые не подверглись влиянию соседних цивилизаций. Этот изоляционизм позволил историям о их связи с древними греками сохраняться, но также затруднил для исследователей установление четких связей. Таким образом, география региона стала не только убежищем, но и вызовом. На протяжении веков горы Гиндукуша считались опасными и запретными для посторонних, превращая калашей в хранителей тысячелетнего наследия, которое продолжает интриговать всех, кто решается проникнуть на их территорию. Этот природный изоляционизм стал барьером, позволившим им сохранить обычаи, ритуалы и образ жизни, которые резко контрастируют с остальным Пакистаном и миром. Труднопроходимые и опасные горные тропы, которые сложно преодолеть тем, кто не знаком с местностью, защитили калашей, но также отдалили их от изменений, затронувших соседние цивилизации. Однако этот изоляционизм не только географический, но и культурный и духовный. Окруженные пейзажами, которые кажутся взятыми из древнего мира, калаши построили свою уникальную идентичность, вдохновленную как природным окружением, так и своими верованиями и обычаями, которые сильно отличаются от большинства населения Пакистана. Путешественники и исследователи, которые проникают в этот негостеприимный регион, сталкиваются не только с общиной, которая выстояла перед испытанием временем, но и с загадочным народом, чье выживание в столь экстремальных условиях продолжает вызывать восхищение и удивление у многих обществ. Из-за своей долгой истории в этом изолированном регионе происхождение калашей значительно отличается от остального населения Пакистана. Их физические черты, сочетающие западные, арабские и средиземноморские характеристики, а также цвет глаз, чаще всего ярко-голубой, и их культура отражают уникальное наследие, отличное от преобладающих мусульманских традиций в Пакистане. Их обычаи и праздники остаются независимыми от религиозных норм страны, сохраняя древний и полностью самостоятельный образ жизни. Еще одной удивительной особенностью этого легендарного племени является их физический облик. Калаши известны своими необычными чертами, которые отличают их от других этнических групп в Пакистане и соседних регионах. В отличие от своих соседей, многие из них имеют светлые глаза, варьирующиеся от зеленых до голубых оттенков, и волосы от светлых до светло-каштановых. Эти редкие черты в индийском субконтиненте подпитывают теории об их возможном европейском или греческом происхождении, связывая их с экспедициями Александра Македонского и его солдат. Эти характеристики настолько поразительны, что калаши стали объектом генетических исследований, чтобы лучше понять их происхождение. Однако сами калаши не придают столь большого значения этим особенностям, как это делают посторонние. Для них эти черты – естественная часть их идентичности, а не повод для различий. Несмотря на международный интерес к их физическим характеристикам, наука до сих пор не смогла полностью разгадать тайну их генетического происхождения. Хотя некоторые исследования показывают слабую связь с европейскими популяциями, другие предполагают, что эти сходства могли развиться независимо из-за их изоляции и адаптации к окружающей среде. Таким образом, их уникальные черты остаются предметом изучения и спекуляций, сохраняя загадку калашей и их связь с далекими цивилизациями. Калаши ведут образ жизни, который выделяется своей свободой и гендерным равенством, что действительно вдохновляет в такой стране, как Пакистан, где социальные и религиозные нормы гораздо более строгие. В общине калашей браки основываются на любви и свободном выборе партнеров, позволяя как мужчинам, так и женщинам выбирать, с кем вступить в брак и продолжать ли эти отношения. Это контрастирует с традиционными обычаями большинства пакистанцев, где распространены arranged браки и патриархальные структуры.
Кроме того, женщины калашей пользуются большей свободой в участии в праздниках и общественной жизни, без ограничений, налагаемых доминирующими практиками в других частях страны. В семейной структуре калаши позволяют женщинам разводиться и снова выходить замуж, если они того пожелают, что является необычным для региона. Эта гибкость в отношениях и уважение к индивидуальной свободе позволили калашам сохранить культуру, ориентированную на благополучие и удовлетворение своих членов, гарантируя общество, в котором любовь и личное счастье ставятся выше навязанных социальных норм. Изолированные своим географическим положением, калаши имели ограниченный контакт с внешним миром. Даже сегодня они живут в горной местности, которая более недоступна, чем многие районы Амазонской сельвы, и добраться до нее можно только на внедорожниках. Это позволяет их культуре и обычаям сохраняться. Мусульмане Пакистана считают, что название калаши происходит от слова «кафир», что означает «неверующие» или «язычники» на урду, отражая их религию и практики, которые отличаются от большинства жителей страны. Калаши – это община, насчитывающая менее 4000 человек, известная в регионе своей яркой одеждой. Женщины калашей известны своей уникальной красотой, с такими чертами, как светлые глаза и светлая кожа, что отличает их от других групп в регионе. Они носят длинные черные туники, украшенные яркими вышивками, отражающими природу и их верование в духов. Вместо ислама калаши практикуют форму языческого анимизма, поклоняясь множеству божеств и сильно связанных с природой и предками. Этот духовный подход проявляется в их фестивалях, ритуалах и обычаях. Одной из самых поразительных особенностей культуры калашей является их более открытый взгляд на гендерное равенство по сравнению с мусульманскими общинами региона. Женщины калашей пользуются большей свободой в повседневной жизни, и их права более значимы по сравнению с многими женщинами в более традиционных обществах. Они также активно участвуют в общественной жизни, принимая участие в празднованиях и общественных решениях. Еще одной удивительной практикой калашей является то, что женщина может быть замужем за несколькими мужчинами одновременно. Эта практика основана на идее сохранения семейных земель и обеспечения экономической стабильности общины. Одной из самых любопытных традиций калашей является то, что многие их женщины рожают дома. Эта практика сохраняется на протяжении веков и считается естественной частью их традиционного образа жизни. Роды дома происходят в специальном помещении, называемом бали, где женщины получают уход и остаются до тех пор, пока не почувствуют себя готовыми вернуться к своим повседневным делам. Несмотря на модернизацию и влияние современной медицины, многие женщины калашей предпочитают роды дома, полагаясь на знания своих предков и поддержку старших женщин в общине. Для них сохранение этой практики – способ сохранить свою независимость и связь с традициями, которые были частью их жизни на протяжении веков. Религия калашей также сильно отличается от ислама, который исповедует большинство пакистанцев. Калаши сохраняют древнюю языческую религию, поклоняясь множеству богов и природных сил. Их ритуалы включают подношения и жертвоприношения животных в честь этих божеств. Фестивали калашей – это яркие события, где их религия проявляется через танцы, песни и празднования, связанные с временами года и циклами плодородия земли. Эти фестивали являются ключевыми моментами для общины, объединяя их в религиозных и социальных аспектах. Производство и потребление вина также является важной частью культуры калашей, что резко отличает их от большинства пакистанских общин, где алкоголь запрещен исламскими законами. Для калашей вино имеет сакральное значение и используется в ритуалах и праздниках как символ радости и духовной связи. Правительство Пакистана и различные неправительственные организации работают над сохранением культуры калашей, так как их численность составляет всего от 3 до 4 тысяч человек. Однако, несмотря на эти усилия, калаши сталкиваются с многочисленными вызовами, включая культурное давление со стороны мусульманских общин, изменение климата и миграцию молодежи в города в поисках лучших возможностей.
Мы надеемся, что это видео помогло вам открыть для себя одно из самых удаленных и малоизвестных племен на планете. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Это лучший способ поддержать наш канал и помочь нам продолжать создавать интересный контент каждую неделю. Спасибо за просмотр!